Всем привет! 2 месяца назад я решил заменить газовую магистраль, поменять медь на термопластиковую трубку. И столкнулся с рядом проблем. Материал я отснял 2 месяца назад, но не закончил его. Сейчас вы его увидите. То есть была первая попытка поставить неудачная, потом вторая. И, в общем-то, я решил отложить запись этого видео на какое-то время. И, собственно, третья попытка уже была удачной, но я ее, к сожалению, не записал. Сейчас вы увидите первые 2 попытки. Может быть, для себя что-то интересное подчеркнете. А после этого, в конце видео я подведу итог. Потому что все-таки у меня получилось ее поставить нормально. И уже там 3-й месяц я езжу с ней, проблем нет никаких. И также в конце, после итога подведения, я уже точную причину установил всех этих проблем, и я ее покажу, объясню. Так что присаживайтесь поудобнее, смотрите. Всем привет! Сегодня видео будет про газовую магистраль, которая идет с баллона до редуктора. У меня стоит медная трубка 6-ерка. В общем, в предыдущих видео там рассказывал я, и многие тоже писали в комментариях, что из-за меди, собственно, забивается начинает окисляться медь, вступая в реакцию с пропаном, эта сера образуется, забивает фильтр в редукторе, в общем, грязь, это все, те, кто ставит эту термопластиковую трубку, такой проблемы не наблюдают. В общем, решил я ее поменять. Сам процесс показывать я, в принципе, не буду, смысла нету. Только некоторые моменты я покажу. Самое интересное, я сниму трубку медную. Проехал я на ней 82-83 тысячи километров, то есть где-то 5 лет назад установил, чуть больше 5 лет назад установил газ. Я кусок трубки отрежу медный, потом ее разрежу, посмотрю, что внутри, вам покажу. Мне кажется, будет интересно. Собственно, заменю я, старая трубка там, когда мне ставили какие-то там хомуты, там сделали, в общем, на саморезы, днище там просверлили. В общем, я буду стараться провести эту трубку вдоль тормозных трубок, то есть на стандартные крепежи, в общем, чтобы никаких дырок в днище не делать. И также у меня проблема такая была, то есть у меня то закрывался вентиль в баллоне в самом, этот клапан, и потом я его открыть не мог, или когда он был открыт, не мог его закрутить, то есть тут немножко, видимо, резьба сорвана. В общем, я купил новый, он немножечко другой, у него эта часть пошире, а так, в принципе, точно такой же, томасетовский. В общем, сейчас я его поменяю заодно, и буду откручивать трубку медную, и ставить термопластик. Так, трубку я снял, полностью ее вывел с-под днища. Сейчас буду ставить, термопластик, а эту уже потом разрежу. И посмотрим, что там внутри за эти годы произошло. Чтобы нам трубку подсоединить, понадобятся такие фитинги. Бочонок с прижимной шайбой. Это уже для вкручивания либо в баллон, либо в редуктор. А здесь, вот такая вещь. Одевается шайба одевается, потом эта прижимная конусная пластина, и сам фитинг вставляется. Конусная пластина подвигается к самому краю, и просто все это дело затягивается сначала от руки, потом ключом, и все. Больше это
никуда не денется, не вырвется, то есть все будет держаться. Итак, значит, трубку я протянул. Вот. Теперь вот на этот фитинг одевается вот эта шайба, вернее гайка. Один момент. Так вот это все выглядит. Вот, вставляется до упора и все это дело затягивается. И ничего развальцовывать не надо. Итак, трубку я подтянул. Сейчас поменяю вентиль. Здесь теперь все отлично, все крепко, но потом, когда закончу, все это дело надо будет чуть-чуть газа заправить, мыльным раствором пройтись, посмотреть на всякий случай. Пока что вроде все хорошо. Так, значит, первая попытка установить термопластик неудачно. В общем, на концах, там где к редуктору фитинг одевается или где к баллону, значит, вот я протянул все, значит, этот термопластик, одел его в гофру, вот, начал обтягивать, в общем, подал газ, вентиль на баллоне открыл, в общем, сыт из-под вот этих вот гаек фитинга. Значит, правда, я не до конца, где-то на миллиметр оставался, не до конца прикрутил, то есть не до конца, в общем, короче, нужно вот эту гайку закручивать прям вплотную, то есть пока вот вообще просто физически не перестанет крутиться уже. Начал подтягивать, в общем, обломил фитинг вот этот, который угловой у меня к редуктору идет. Вот. При этом у меня вентиль в баллоне был открыт. Ну, в общем, неприятно такое ощущение. Газ херачит, побежал, в общем, перекрывать. Ну ладно. Купил новый. Вроде обтянул, пошел открывать газ. И вдруг слышу треск. Такой какой-то треск непонятный. Значит, в районе, где шланг вот идет из-под днища в моторный отсек, ну где-то тут в этом районе, значит, и потом такой хлопок, даже взрыв, я пересрался, короче, побежал закрывать опять вентиль, вот, и, значит, начал тут вот вытаскивать, и вот что я, значит, обнаружил. Вот он лопнул, значит, верхняя оплетка, я еще не разрезал, при этом в этом месте шланг он даже не был согнут, то есть это было, ну, он вот так вот был, то есть прямое место, то есть нигде, хотя, да, там говорят, что он не перегибается и так далее, там у него нет вот этого болезни, как вот у медных трубок. Вот он был прямой, в этом месте вот он лопнул, то есть верхняя оплетка оторвалась, я уж дальше не смотрел, я его весь сниму. Вот, использовать дальше его не буду. Вот он, фара, Италия, значит, класс Only LPG, то есть только для пропан-бутановой смеси. Вот. Ну, что-то, короче, какая-то херня. Но я сначала думал, он, во-первых, жесткий такой. Я думал, он все-таки помягче должен быть. Вот. Ну так вроде гнется, но все равно вот и трудно обжать этот белый пластик такой, он не мягенький, такой жесткий. В общем, такая вот херня, лопнул. Я купил новый в другом месте, такая же маркировка вот у него. Фаро, Италия, Only LPG. Ну, короче, один в один надписи. Вот. Ну, он такой же, вот, в принципе, такой же твердый, жесткий. Ну, вот буду его ставить. Сейчас старый вытащу, гофру сниму, новый, значит, термопластик к гофру буду протягивать заново. В общем, короче, нужно покупать внимательно. Этот я тоже купил, я его не смотрел, но 5 метров просмотреть, то есть где-то, может быть, там какой-то, я не знаю,
порез там или что-то такое. Ну, непонятно, вот почему вот он, значит, так вот так произошло. Я его в этом месте не перегибал нигде. То есть я его еще оплетку сниму, я его весь потом порежу, посмотрю. Но я его не перегибал, то есть не наступал на него вот, ну, 100%. Вот как купил, ну, аккуратненько поставил. Установка, кстати, заняла у меня, ну, минут, ну, подготовлено, да, все уже. То есть старую трубку снял медную, все подготовился. Инструмент, ну, минут 20-25, то есть я его поставил. Это, в принципе, вообще не трудно, при том, что я делал на улице, без ямы, там, без всего. Вот, сейчас буду ставить этот. Ну, что-то я теперь как-то ссу вообще вот эту вот всю херню пластиковую. Все-таки я решил еще раз попробовать, не знаю, что получится. Уже желание вообще как бы вернуть медь надежнее. А вот это вот что-то я, несмотря на такую херню, что-то сыкотно становится. Вот, значит, и у меня оставался кусок сантиметров 20. Я к одному установщику заехал, говорю, ну посмотри, вот что он такой жесткий. Он такой, ну да, что-то жестковатый. Вот, к другому подъехал, вот где я его второй раз купил. Он, да, ну что-то жесткий, короче, туда-сюда. Вот, но, говорит, мы ставили, вроде проблем не было. Но я ему говорю, ну я вот решил, потому что, чтобы фильтры чистые были. Он говорит, да все это хуйня рекламная. Типа нихуя они там чище не будут от этого. Вот. Ну вот, в общем, посмотрим. Не знаю, я сам не знаю, что из этого всего получится. Уже вот еще 700 рублей потратил на новый шланг. Вот, на новый фитинг, который обломил. Ну, то есть, короче, уже рубль выкинул в мусорку. Ну, надо все-таки доделать, посмотреть. Значит, что будет. Так, срезал я, значит, старый этот шланг, фитинг оставил, значит, на месте. И, ну, во-первых, оплетка она сразу отслаивается, но судя вот по вот этим вот бортикам здесь, так, я не знаю, как лучше, чтобы было видно. В общем, верхний слой обжимался вот этой шайбой разрезной, конусный, значит, а вот пластик. Я не знаю, там будет внутри видно, нет. Видно, что обжатие происходило, вот, но, видимо, не совсем сильное, вот эти вот выемки на конце, вот эти вот, значит, на фитинге. Видно, что обжатие было. Но, видимо, не до конца я все-таки затянул, поэтому, значит, шипело, там ссало, короче, с соединений. Вот. Это ладно, это я учту, это был, наверное, мой косяк. Вот. Сейчас я вытаскиваю, в общем, все отсоединил, вытаскиваю этот шланг, сейчас я его весь проверю. Может быть, еще где-то есть разрывы. Здесь аккуратно все вскрою, потом покажу. Вот, и, значит, сниму оплетку, и мы посмотрим, бывают ли заломы, значит, на вот этой пластиковой трубке или нет. Нам производители, значит, говорят, что не бывает. Ну, что-то я, короче, сомневаюсь очень сильно, потому что жесткий пластик, какая-то херня. Сейчас все проверим. Так, трубку я снял полностью, все, никаких повреждений нету, кроме вот этого вот места. Вот, в принципе, можно было обрезать, там соединение какое-то поставить. Вот, ну что-то я, в общем, очкую ее дальше использовать. Вот, мало ли где еще есть косяки и будет опять такая же херня. Вот, поставлю новую, сейчас, значит, в гофру ее, новую трубку одену, положу в моторном отсеке, под днище протяну. Вот. Ну а потом сначала надо мне сделать, в общем, чтобы работало, чтобы уже настроить газ, значит, ну, контроллер, там автонастройку произвести и все такое.
значит, потому что я и редуктор перебирал, и форсунки откалибровал, значит. Ну а потом уже буду вскрывать вот эту трубку, ну и покажу, что там и как. Ну, в общем, пустил я провод немножко по-другому, чтобы здесь сделать прямой фитинг. Вот, все обтянул и сзади, и спереди. И вдруг оплетка начала раздуваться. Ну и въебало опять. Собственно, здесь, хотя смотрите сами, перегиба никакого не было. Вот он идет. Вот трубка идет. Небольшой изгиб. Вот. Совершенно такой нормальный, то есть не сильный никакой. И вот сами можете посмотреть. Оплетка вздула. Сейчас буду снимать. Вот. Ну и поеду, наверное, за медной трубкой. Так, прошло 2 с небольшим месяца. Значит, после 2 попыток неудачных. Но хочу сказать, что хоть 3-ю попытку я не записывал, она была удачная. И вот уже 3-й месяц я езжу с термопластиком. Все-таки я не стал обратно ставить медную трубку. В общем, в чем причина оказалась вот этих порывов? Значит, после вскрытия, в общем, я изначально думал, что лопается сам пластик, вот этот вот белый внутри. Вот, оказалось, все немного не так. Из-за плохого обжима фитингов, значит, газ выходил не только наружу, он каким-то образом попадал между вот этим белым пластиком. Вот изначально, значит, про саму трубку. Сам вот этот шланг термопластиковый, трубка, она состоит из 3 частей. Значит, снаружи вот эта черная изоляция прорезиненная. Дальше идет капроновая обмотка такая, то есть защитная. И третья уже идет сама вот трубка, ну, вот эта термопластиковая, вот эта белая. Вот основной элемент. Так вот, значит, пробивал не саму трубку, а газ каким-то образом, значит, под давлением шел между вот этой пластиковой трубкой и черной оплеткой. То есть там, где вот капроновая оплетка идет, значит, там проходил газ. И первый раз, значит, где-то от фитинга на расстоянии 1,5 метров газ так вот прошел, и в самом слабом месте вот эта черная оплетка, она лопнула, и газ начал выходить. Вот. В принципе, тот первый шланг можно было использовать дальше, потому что основная часть, то есть сам пластик, не пострадал. Значит, при второй попытке, как вы видели, значит, лопнуло в самом начале фитинга возле редуктора. Вот, также лопнула только оплетка вот эта черная, под нее прошел газ и здесь взорвался. Вот, сам пластик вот этот белый, он не пострадал. Вот, значит, я уже собрался ехать покупать медь. В общем, приехал в магазин, там, где я второй раз покупал шланг термопластиковый. Вот. Ну и поговорив, там, кстати, магазин, и там же устанавливают газовое оборудование. Поговорив с мужиками, в общем, говорят, ну странно, нам самим интересно, пойдем посмотрим. В общем, начали смотреть, вот, разбираться. И вскрыли, значит, эту трубку и увидели следующее, значит, что пластик целый, лопнула сама вот эта изоляция. Начали думать, почему. Ну, в общем-то, очевидно оказалось то, что фитинг до конца не обжимает. Вот эта вот разрезная шайба, которая там гайкой обжимается, она рвет вот эту черную изоляцию. Если не дотягиваешь, то газ выходит наружу. Если начинаешь
тянуть, получается, что перетягиваешь, рвется вот эта изоляция, она тут начинает комкаться, вот, и газ начинает идти под изоляцию, где-то лопается. В общем, такая вот проблема. Вот. Значит, сейчас я расскажу, как победили мы это все дело, к чему пришли. Сейчас я разрежу ее, посмотрим еще настроение самого вот этого шланга, вот этого термопластиковой трубки. Так, верхнюю изоляцию я снял, на ней вот видно, это изнанка. Видно вот следы, вот эти рифленые от капрона. Вот, по идее она как бы проклеена, да, то есть так вот должна быть, но по сути она снялась очень легко. Вот, и также, вот если видно, то есть капрон, он к термопластику, то есть не приклеен ничего, и когда вы крутите там что-то, там фитинг одеваете, вот это все дело у вас вместе с изоляцией, оно прокручивается, вот, и вот в это место проникает газ, если там фитинг не до конца обжимается, и дальше под изоляцию, и где-то он лопается. Вот такая вот у нее, не очень какая-то надежная такая конструкция. В общем, вот он сам термопластик. Сейчас я его тоже вытащу полностью, попробуем сделать на нем заломы, посмотреть, как он вообще ломается, гнется. Так, полностью, значит, снял изоляцию. Вот, слезла она очень просто, я даже не разрезал ее. Вот, ну, на мой взгляд, это, конечно, косяк. Вот он шнурок вот этот капроновый или там какая-то ткань. В общем, тоже он легко, как по маслу, с трубки слез. Вот сама трубка. Вот, ну, вот, давайте попробуем. Сейчас, извиняюсь, не очень удобно. Так, ну вот сделал я залом вот такой вот на термопластике. Ну вот, и посмотрим. Ну, залом остался, то есть он пластик жесткий, вот, но при этом никаких трещин нету. Вот, на медный было бы еще хуже, конечно. Вот, но вот с таким заломом, то есть я бы уже, наверное, трубку эту ставить бы не стал. То есть все-таки на пластике даже видно тут повреждения небольшие в местах залома, но дырок нету. Вот, но прочность от этого по-любому снижается. Вот. Ну а если посмотреть максимальный там изгиб, до которого нет заломов никаких не происходит, это вот так. Вот, в принципе, и то начинает кое-где заламывать. Вот. Ну, такой вот нету заломов никаких. Вот такой изгиб. Вот, конечно, сильно сгибать ее все же нельзя. Вот. Итак, теперь о том, как все-таки победили мы эту проблему. Победили банальным образом. То есть ребята, значит, установщики, начали вспоминать всякие истории, вот, из своей практики. В общем, ну, такая версия была, что вот это вот 6 миллиметров трубка, вот восьмерки, говорят, они обжимаются намного лучше. Уж не знаю, с чем это связано. Говорят, фитинги подходят прям вот идеально, то есть обжимаются, никаких проблем. С шестерками проблемы возникали, вот, но они делали не так, как я, то есть просто трубка, фитинг и все, и затягиваешь. Они еще подматывали фум-ленту, вот, на фитинг, либо герметиком чуть-чуть промазывали и только тогда одевали. Вот. Ну, я вообще не сторонник вот этой всей ерунды. Они мне говорят, ну давай попробуй хотя бы. Вот, подмотали мы ленту на фитинг, значит, одели трубку, обтянули
не до конца, чтобы не порвать изоляцию. Ну так, нормально обтянули. Вот. И, собственно, никакой утечки не было. Вот. И до сих пор вот уже, ну, конечно, там прошли не годы, прошло там 2 с лишним месяца. Вот. Все работает, все ездит. Вот. Газ нигде не травит. Вот. Просто немножко фум ленты. Вот. Я бы сам не стал бы ее никогда подматывать, потому что, как я уже сказал, я против вот этой всей ерунды. По сути, должно быть, взял, значит, фитинг, взял трубку, все это одел, закрутил, и все должно у тебя работать без всяких подмоток. Вот. Ну, отсюда, в общем-то, вывод такой, что все-таки производители что-то где-то там, ну, у них не точно, мягко сказать. В общем, с их деталями, с их размерами. Вот. Возможно также, что все-таки фитинги и трубка разных производителей тоже дали свой отрицательный эффект. Вот. Хотя, как я уже говорил, один фитинг у меня был именно Фаро, то есть как трубка, но он тоже вот давал такой вот эффект, что, ну, не до конца обжимал все это дело. Вот, сейчас, значит, как я говорил, уже уйдет 3-й месяц эксплуатации, пока ничего хорошего, то есть я сказать не могу в плане того, что изначально я ставил, менял медь на термопластик, чтобы фильтры меньше вот этой серы попадало, меньше засирались. Также все равно проходит и через фильтры дальше, и в форсунки, и в двигатель, вот эта вся грязь. Ну, в общем, чтобы система была чище, я поставил ради эксперимента. Но проехал я не так много, и времени прошло не так много. Где-то, я так думаю, месяца через 1,5-2 я буду менять фильтры газовые, и тогда уже будет результат вот этой вот эксперимента, вот этой замены меди на термопластик. Вот, тогда уже я посмотрю. Значит, меньше стало грязи, больше или ничего не изменилось. Вот, вот это видео, оно получилось вот таким вот, значит, неудачные попытки. Вот. В итоге, в общем-то, все получилось. Значит, надеюсь, это видео кому-то поможет принять правильное решение. Там стоит менять медь на термопластик, не стоит. Вот, с выбором, значит, фирмы, изготовителя, как и самих трубок, так и фитингов. Вот. Если такая же проблема у вас тоже будет возникать, значит, знайте, что нужно делать подмотку. Видимо, у вас фитинги не очень качественные, или трубка сама слишком жесткая. Все-таки я считаю, что жестковатый пластик, вот, такой трудно обжать. То есть его нужно реально либо вот этот фитинг просто крутить, ну, то есть несоразмерное, то есть, да, вот очень жесткий пластик и мягкая вот эта верхняя изоляция, которая, ну, вот когда вы тянете гайку, чтобы обжать пластик именно вот этот жесткий, то по-любому вот эта мягкая изоляция, она будет рваться. Вот, то есть либо должна быть изоляция жестче, вот, прочнее, либо пластик мягче. То есть они как-то сделали, мне кажется, не очень качественно. Вот, также интересно ваше мнение, вот, у тех, кто сам ставил, получалось ли поставить именно вот без подмоток, без всяких, какую фирмы термопластик и фитинги вы покупали. Вот, для тех, кто только думает о том, чтобы поставить, в общем, учитывайте вот эти вот моменты, которые произошли у меня. Вот. Также пишите в комментариях. Вот. На этом все. Значит, через там пару месяцев будет видео продолжение. Вот. Насколько чище станут фильтры и так далее. Может быть, еще какие-то моменты будут по самой трубке термопластиковой. На этом все. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока. Спасибо за просмотр.
ставьте лайк, смотрите предыдущее видео и подписывайтесь на канал. До встречи!